ребятушки, всех приветствую. Давайте поглядим, что у нас по энергиям недели на новогоднее праздничное настроение, да? Что нам скажут? Празднично ли себя чувствуют недоброжелатели ваши? Что они надумывают? Нападать, али бухать? Да и вообще, что нам подскажут. Итак, начинаем. Ребят, для многих будет актуально расставить приоритеты, но здесь элементарно и банально. Кто-то будет выбирать, где праздновать Новый год. К какой стае примкнуть, понимаете? Вот определитесь с приоритетами для себя. И не идите к тем людям, в те компании, где вы уже ранее обнаруживали яд в вашу сторону. Либо те люди, из-за которых у вас происходил застой, либо же вы находились в состоянии жертвы. У какого-то вашего соперника, который может прикидывать на себя любую роль, запустилась карма. Из-за его амбиций. Конкретно в нищету человека посадила. Собственно, на этом можно уже и завершать настроение уже новогоднее, да? Подарок. А что за подарок у нас выпал? А ну-ка, давайте посмотрим. Это он вам надумал подарок дарить? Хотя вряд ли. Девочки, будьте, да, осторожны насчет подкладиков через подарки. Но я вам хочу сказать так, для многих отыграется так, что вы его вообще, то есть от него откажетесь. А для кого-то же проиграется, что может на вас подействовать. То есть может пойти некий застой энергии, когда ничего не будет хотеться делать. Ложные какие-то встречи, ложные договора, понимаете? Что-то через подарок могут попробовать всучить. Ну, в принципе, повод для этого, как говорится, всемирный, да? А для многих проиграется так, что вы его прям аннулируете. Даже если он и попадет к вам в руки, вы его просто аннулируете. Здесь высший абсолют за этими подарками наблюдает. Да, вы исцелитесь, И вот смотрите, как интересно. Ваши недоброжелатели пока ставят вам препятствия и тупики на ваше исцеление, у вас идет денежный рост. Для кого-то поездки могут быть актуальны. Будьте осторожны, потому что при встречах в этих поездках для кого-то проиграется ссора. Кратковременная, но тем не менее. На что вам стоит обратить внимание в этой ссоре вообще? Смотрите, люди слишком заинтересованы в ресурсах вашего рода, и вы им чем-то выгодны. То есть для возрождения собственного богатства. Люди под масками. Возможно, люди знают, что вы вывели свою родовую ветку на новый уровень и попытаются присоседиться к этим ресурсам. Поэтому смотрите внимательно, что вы там выбираете. Общение с кем, точнее сказать, вы выбираете. Мальчики, здесь для вас проиграется. Если будут дамы, которые навязчиво демонстрируют свою доступность, это лишь для того, чтобы посадить вас в определенные обязательства, кандалы, оковы, касаемые насчет денег. Девочки, для вас эта информация, в принципе, тоже актуальна. Здесь люди пытаются навести мосты, то есть встретиться, да, как-то что-то законнектиться с вами. Потому что нужны ваши денежки, нужны ваши богатства. Для кого-то это деньги, для кого-то родовая сила.
И здесь какой-то маг потерял удачу и злобится. Вы еще не все знаете об этом человеке. Что там? У него не получается работать с магией. Потерял свою возможность подняться к собственной цели. Ищет спасения. Возможно, возможно, этот практик вообще ваш друг, подруга. Попытается как-то за ваш счет, знаете, себе защиты, возможно, за счет вашего рода защиты себе проставить. Человек в кармических завязках застрял. Плюс еще помрачение рассудка. И этот человек сам все развалил из-за собственной жадности к материальным благам. Так, что вы не видите, что от вас сокрыто? Хладнокровный, решительный, с разбитым сердцем, возможно, он будет к магу-практику обращаться. Человек завистливый, завидует вашим ресурсам. Из него прям прет его зависть. И что? У него идет сейчас расправа за его жадность, за ненасытное желание. Не получается руководить и управлять, контролировать своей жизнью, много вампирятины на нем. Из-за этого скука, печаль, грусть, тоска и ящик Пандоры еще человек открыл. Ты будешь обращаться к практику? Тяжело обратиться, и тем не менее... Девочки, да, либо обращение к практику, либо если не обращение, не потянет денежно, значит, знаете, как будет уточнять детали по ритуалу, то есть через интернет, да, какую-то информацию для себя получить попытается. Ну и смотрите, человек тут же попадает в плен, и у него болезни начинают его атаковать, и куча воздействий на него полетит. Для чего вам информация об этом мужике? А вы с ним давно разрушили отношения, ему за вас отлетел бумеранг. Вот для чего. Ну, вы уже плетете свою жизнь сами. Преобразование судьбы в ваших руках. Причем через ваш созидательный труд. Вы очень упорно над этим трудитесь. А этот мужик хочет у вас это своровать. Причем резко, неожиданно, возможно, появиться в вашем пространстве. Здесь попытки ваших фамильяров сдернуть. Ну, в принципе... Вы об этом можете быть предупреждены, вам это все и так давно известно, но параллельно с этим еще человек хотел бы внести в свою жизнь ясность за счет неких тотемов. То есть как-то резко вас вывести на эмоцию для того, чтобы поддернуть защиты и, знаете, что-то у вас как будто бы выведать. В работе предупреждение. Он вашу работу хотел закрыть. Вы получали предупреждение. Замки, в принципе, вы сняли. Да, подсуетились и сняли. А у человека теперь темница. Смотрите, этот мужик, кем бы он вам там ни являлся, хоть отец ваших детей, хоть ваш нынешний, хоть бывший, вообще однохерственно. Здесь это быдло пыталось сделать так, чтобы вы остались без работы, чтобы у вас не было средств к существованию, поэтому нищетой как бы, ну и подприкрыла мудака. И теперь у него в работе жопа, пытается как-то исцелить, суетится бедолага, а в темнице все, в порочном круге бедствия, замки висят. Много сплетничает для того, чтобы создать собственную игру, чтобы ему поверили и за счет этого помогли человеку как-то освободиться и раскрутиться. Использует магию, при этом бухает. Девочки, здесь, если кто меня смотрит, из тех, кто реализовал уже себя, либо реализовывает, здесь человек хотел бы, конечно, вам чего-нибудь подлить. У вас идет переход в собственную силу, не просрите эти шансы. Попытаются на сердечную чакру воздействовать. В принципе, все как обычно. Человек меченый, вы его заметите, он как-то себя выдаст.
Этот человек неоднократно появлялся и уходил, ну, из вашей жизни. То пришел, то свалил. Человек, который постоянно какими-то иллюзиями кормит. И вы его, кстати, отсекли. Вот такой вот у нас расклад. Предупреждение. В семье для кого-то с бабками, старухами недоброжелательными, будьте внимательны. Мне хочется сказать, не каждой бабке показывайте своих детей, особенно у кого новорожденные, до полугода. Вот так вот. В комментариях пишите, как у вас что проиграется, если не забудете после новогодних праздников. Всех поздравляю заочно. На все сообщения, девочки, мальчики, постараюсь всем ответить по поводу закрытой трансляции. Все успеют, не переживайте. Осознанным добра этого мира. Пока-пока.